Что вы подумаете, когда узнаете, что тот или иной ассет в вашей любимой игре сделан с помощью нейросети? Вы почувствуете к себе некое пренебрежение, может быть, или смиритесь с тем, что таков путь, по которому сейчас развивается индустрия, и просто забьете на это. Лично у меня изначально возникают не самые приятные ощущения, просто потому что я считаю, что даже самый невыразительный камушек, лежащий на дороге, может рассказать свою уникальную историю, если этого захочет разработчик. Именно поэтому я решил создать свой клон Дума из далекого 93-го года, используя ассеты, которые были сделаны частично или же полностью с помощью искусственного интеллекта. Мы глянем на финальный результат, и я попытаюсь подвести какие-то итоги по поводу того, насколько пострадала или нет визуальное и аудио в сопровождении моей подделки. С вами Бакара, давайте начнем разбираться. В общей сложности на данный проект ушло примерно 2 недели. Попрошу удержать это в голове. И так как мир уже успел окунуться в геймплей нового Doom The Dark Ages, что сейчас делаю я на своем твиче, во мне загорелось желание закончить это видео примерно к дате релиза, что изначально установило временные ограничения, и я обратился за помощью к своему другу Борису, который с радостью согласился мне помочь со всем присутствующим в игре визуалом. Изображений получилось очень много, а того, что я не использовал, и подавно больше. Время от времени я буду делать вставки с ним, чтобы вы больше узнали о том, какие подводные камни во время генерации вот вообще были. В это же время я приступил к созданию прототипа уровня и базовых механик, просто чтобы все это сверху можно было приодеть в те самые ИИ-ассеты. Много на этом заострять внимание не буду, потому что ролик не об этом, но если вам интересно узнать чуть больше о внутренней кухне, приглашаю вас в свой ТГ-канал. Там я часто этим, собственно, делюсь. Весь процесс сборки происходил в Unity. Из того, что я реализовал для игры, был самый вообще базовый минимум, а именно передвижение персонажа, стрельба, враги, которые наносят урон при столкновении. Тут я выдумывать прям не стал, просто за основу взял думовского импа, но убрал у него фаербол. А для минимального челленджа я разложил по уровню ключ-карты, которыми нужно открывать двери, и как дополнение персонаж поднимает патроны, здоровье, броню. При этом, когда наша ХП падает до половины, идет смена состояния лица главного героя, как это, собственно, работает и в других, собственно, версиях Дума. После этого я сделал комнатки, по которым должен путешествовать наш ИИ Думгай, и решил отвлечься от работы в движке посредством написания главной темы для игры. Изначально мне нужно было понять, а что вообще сегодня могут нейронки в плане написания музыки, ибо помимо сотни AI-каверов говновоза, я слышал еще такой неплохой эмбиент и решил, что все пойдет вот прям как по маслу. Но это было ровно до тех пор, пока я не окунулся в инструментальный хаос, которым меня одарила нейронка. Нет, я не хочу сказать, что все уж прям настолько плохо, но я думаю, все ведь мы можем напеть ту самую At Doom's Gate, ибо ее мелодия очень понятная и легко воспроизводимая. Чего я не могу сказать о тех многочисленных генерациях, в которых я кое-как в одной лишь смог выцепить что-то, что показалось мне может стать неплохой основой для заедающегося в голове ритма. Вот эта мелодия, я даже не знаю, получится ли у вас услышать то, с чем мне пришлось работать, ибо это уже могли быть попросту мои галлюцинации. В общем, я взял центральную часть и попытался ее перевести во что-то более осязаемое, напев в микрофон то, что смог. Ну, вот что-то типа ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. И после этого передо мной возник вопрос, а как вообще писать ретро-музыку? Ранее я, как и все, пытался что-то тыкать в FL Studio, но проблема скорее заключалась в том, что я не знал, где брать все эти плагины и звуки. Поэтому решил начать с бесплатной программы Bosco Seoil или Seoil, или как-то так. Вот она изначально просто заточена под это. И после половины дня борьбы с интерфейсом я переключился на вышеупомянутые Fruity Loops и сначала просто ковырял то, что в нем было установлено по дефолту и с помощью пианино. Набросал мелодию, сразу заметив, что ее нужно ускорить, дабы получить ту самую динамику, присущую трекам из Дума. И, видимо, манна небесная решила на меня снизойти, ибо я никак иначе не могу объяснить то, почему YouTube подсунул мне в этот момент видео о том, как писалась музыка для Undertale. Откуда я смог вытащить парочку бесплатных плагинов, своей версии теории заговоров о том, что Google нас прослушивает, можете писать в комментариях под этим видео. В конечном итоге все это добро выглядит примерно таким образом, а звучит вот таким.
Около 2 дней у меня ушло на это, и, Олег, хватит, пожалуйста, ходить за людьми, включая мой саундтрек. Я дал тебе его просто, чтобы ты оценил. Звуковые эффекты тоже были то еще задачкой. Я пробовал разные сервисы, но везде результат был примерно одним и тем же. Что-то между звуками из хоррора и непонятно чем. В общем, этот этап был самым неоднозначным, музыку пришлось переписывать и сильно дорабатывать, а звуки часто были слишком рандомными, чтобы продолжать с ними что-то делать. Но мне удалось добиться минимального качества в этом плане, не без помощи Бориса, конечно, и генерации видео по изображению от FreePic. То есть напрямую это сделать не получилось, но создать видео по скриншотам из оригинальной игры и вытащить самые адекватные MP3 результаты, да. Вот звуки стрельбы, смерти врага и двери. Финальный результат внутри самой игры вы увидите ближе к концу, поэтому не переживайте, переходим к визуалу. Для того, чтобы моя поделка начала хотя бы в каком-то виде напоминать Doom, мне нужно было перенести в игру хотя бы самые базовые текстуры. Все перечислять не буду, их было около 25 разных изображений, и, как я уже сказал до этого, намного больше того, что не вошло в финальный результат. Я говорю о текстурах стены с кровью, ржавчиной и обычных, каких-то технических штук по типу компьютеров, встроенных в столы и части стен, разные варианты пола и потолка, изображение для фона, которое видно через окна, какую-то зеленую жижу, поднимаемые объекты, враги и многое, собственно, другое. И поверьте, даже банальная генерация требует особого подхода, когда дело выходит за рамки интернет-смешнявок. У меня была проблема в том, что я пробовал два подхода генерировать сразу не пикселизированный и пикселизированные. Как я понял, лучше делать сразу пока не пикселизированные, а непосредственно саму пикселизацию делать в какой-нибудь отдельной программе, либо вот как ты, например, накладывал фильтр, потому что там все еще, ну как до конца, если сделать точный перенос стиля, нужно сидеть достаточно дольше времени. Там это делается как? Там делается в ChatGPT, загоняется какая-то, прописывается инструкция, ему ты прям прописываешь, задаешь роль и говоришь, сделай мне извлечение цветовое, композиционное, и так прописываешь, как это примерно делается в брендинге, в фирменном стиле. И он все равно будет время от времени скакать, и что-то неправильно считывать, и это нужно прям вручную добивать в эту инструкцию. Это если подходить к вопросу так более основательно. И именно потому, что я увидел, на что сегодня способна нейронка в плане пиксель-арта, и вдохновило меня на создание этого видео. Изображения были сделаны целиком и полностью с помощью ChatGPT, и мне сразу стало интересно, насколько технологии создания пиксельных текстур в целом шагнули вперед за последнее время. Глобально, если так можно говорить, рассуждать, это очень сильно продвинулось с выходом GPT нового редактирования картинок. Если ты помнишь, мы где-то год назад еще пробовали генерить текстуры. Там было все достаточно сложнее. Я пробовал делать в Comfy, это другая программа, там было все, скажем так, проблематично. Там нужно было обучать определенную модель, искать ее на текстурах и прочее. А GPT очень упростил работу. Он сейчас везде и встраивается в другие приложения. Проще сказать, где его сейчас нет. Все глобально поменялось и стало намного проще. Поэтому я был глубоко убежден, что в конечном итоге мне будет достаточно только выбрать лучшие варианты и слегка доработать их под себя. Но все же нейронка есть нейронка, и чисто технически она не выдает именно пиксельные изображения. В моем случае мне требовалась сетка размером примерно вот 128 на 128, чтобы добиться того самого ретро-эффекта. Но финальные картинки были не чистыми пикселями, как я уже сказал, а с кучей артефактов, что зачастую решалось ресайзом и фильтром мозаика в фотошопе. Конечно, я мог дополнительно прогонять эти спрайты еще через одну нейронку, которая вроде как делает уже настоящий пиксель-арт, но тогда бы вы увидели это видео, ну, я думаю, где-то в июне. При этом параллельно приходилось бороться с проблемой однородности всего происходящего на экране. И, соответственно, такая же проблема с пикселизацией. Он может выдавать разные состав количества пикселей, например, на какую-то определенную картинку. Например, вот у нас на 32 на 32, он может где-то делать крупнее, где-то мельче пиксели, и, соответственно, еще цвета могут скакать. Поэтому проще сделать, наверное, сначала просто текстуру,
а затем ее накладывать на нее пиксели. Но даже с подобными трудностями, на мой взгляд, крайне полезно смотреть на это как минимум с точки зрения создания набросков, которые можно в дальнейшем развивать, если, конечно, правильно работать с инструкцией, которую вы даете ИИ. Но подводить итоги будем потом, а пока что мне нужно набросать все это добро на блокаут моего уровня, который я сделал в Unity с помощью ProBuilder. По правде говоря, я не сильно хотел возиться с расстановкой отдельных кубиков, поэтому не нашел ничего лучше, чем банальное выдавливание стен и комнат в целом с перспективой возможности текстурить каждый отдельный полигон. Как мы помним, особо какого-то объема на объектах оригинальной игры нет, поэтому данный метод подошел как нельзя кстати. Как минимум он позволил все сделать достаточно быстро и без мучений. Очевидно, что такого рода уровни выпускать в релиз нельзя, но для моих целей более чем сгодится. Затем я задался самым страшным вопросом. А как AI в плане анимаций? Ибо в какой-то момент мне надоело смотреть на оранжевые капсулы, и нужно было что-то делать. И господи, как же оно не хотело создавать анимацию ходьбы. Я рад, что изначально отказался от чего-либо другого, если уже на такой простой вещи всплыло столько проблем. Вот Ишка как научилась делать боковую проекцию, так ничего другого она и не предлагала. Пока в один момент я не увидел что-то, что можно было бы отразить и с горем пополам назвать анимацией, что, собственно, я и сделал. И я думаю, что ни в каком другом месте так не парится, что это было сделано с помощью нейронки. Не знаю, почему у меня такое ощущение, но, может быть, если бы мы посидели конкретно над этими спрайтами чуточку дольше, то удалось бы добиться более интересного результата. В любом случае, все больше упиралось в анимацию. Финальным результатом стало то, что я сделал, чтобы спрайты моего импа всегда смотрели лицом на игрока, вне зависимости от его расположения, чтобы не возникало ситуации, где мы обходим плоскую картинку сбоку. Это позволило скомпенсировать различные хаотичные повороты врагов оригинального Дума, сохраняя более-менее приемлемый вид. Ну, я так думаю. И куда же без интерфейса? Я попытался воссоздать его по количеству механик в игре, которые влияют на него. Шрифт я не генерил, уж простите, но зато подложка, которая находится под текстами, сделана также с помощью ИИ, лишь с небольшой коррекцией цвета в фотошопе. В принципе, я почти для половины текстур делал эту коррекцию, чтобы все выглядело более-менее целостно. Что отсылает нас к словам Бориса о том, что очень трудно не дать нейронке начать выходить за рамки заданного стиля. Он местами менял цвет, хотя ты все равно просил его не менять цвет. Вторая вещь — это то, что он тебе вот сейчас, вот я делал как, я сказал ему, смотри, вот у меня первый ряд это стены, второй ряд это пол. У нас было как? У нас была чистая стена, стена ржавчины, стена с кислотой, стена с кровью. И он тебе мог ряд первый сгенерить, ты просишь ему генерить теперь пол, второй ряд. И он говорил, что это не в рамках моей, так сказать, политики. То есть он сразу загонял это в модерацию, и там было непонятно, то есть то ли он кровь не хотел опять генерировать заново, или он уже думал, что это подходит под авторские права. То есть он очень часто, если его просить прямо напрямую, он может тебе скопировать, а может сказать, что давайте я вам сделаю похожее, но не прям копию. Он, получается, может скопировать, а может запротивничать, сказать, что я вам не буду генерировать кровь, хотя сам только что сделал это прошлой картинкой. Чтобы закончить с UI-элементами панели, мне требовалось лишь добавить аватар главного героя. Мы сделали вот такие изображения Думгая, которого любезно, без своего ведома, сыграл мой друг Антон. Если у игрока здоровье падает ниже 50%, меняется изображение. Антон, как тебе вообще находиться в роли-то палача Рока? Я думаю, что сложно, потому что, во-первых, мне пришлось деформировать свой череп, да, чтобы оказаться более брутальным, покрыть волосяной покров на черепушке, чтобы, это сходилось с персонажем, но все-таки отличается от меня. Так что, я стал более квадратный, более брутальный, и, судя по первым впечатлениям, более жестокий. А иначе как выживать в этой игре? А еще, мне приходится бороться с самооценкой, потому что явно я буду не так стрелять, как надо игроку за экраном, не так двигаться. В общем, я буду во всем виноват, поэтому, конечно, это непросто. Конечно. Ну что же, лучше и не скажешь. Также я дал обещание, что сделаю в качестве дополнительного главного героя Игоря Гофмана. Лови, сэмпай, надеюсь, ты доволен, и в целом мы можем смело двигаться дальше. Скрипты. Я не уверен, что стоит это упоминать, но для полноты картины почему бы и нет. Я думаю, все слышали о таком термине, как вайб.
кодинг. По сути, это когда вы просто просите нейросетку что-то вам написать. В моем случае речь о C#. Она вам пишет, вы тестируете и кидаете обратно со словами «вот, не работает то-то, то-то». И речь как раз-таки об этом зашла просто потому, что я именно что этим не пользуюсь. Но, то есть как? Пользуюсь, но изначально все пишу сам. Может, в какой-то доле добавляю туториалы на ютубе, личные догадки, либо просто подбрасываю кубик и вот так думаю, сработает или нет. Так или иначе, я хочу научиться этому сам, и к нейросети прибегаю лишь в том моменте, когда не понимаю, как работает та или иная вещь. Либо спрашиваю, где может быть ошибка в моем коде, когда уже совсем не понимаю, во что я там уперся. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что нейросеть и здесь мне помогла, в принципе, как и большинству людей сегодня, которые этим занимаются. Но я веду к тому, что если вы попытаетесь самолично изучить язык программирования, как это делаю я, вы смело можете пытаться делать простейшие механики с костылем в виде AI. Скорее всего, все будет работать, пусть даже не так хорошо, как это бы мог сделать профильный человек. Но, как я и сказал, писал по большому счету вручную, и под конец получился добротный список скриптов, который сделал возможным то, что вы увидите сейчас у себя на экранах. Надеюсь, вы готовы узреть то, на что я потратил 2 недели. Я надеюсь, несколько минут чистейшего геймплея нейродума вам хватило, чтобы оценить симфонию моих с Борисом стараний. В попытках сделать это видео интересным и необычным. Как вы могли заметить, я приправил все эти текстуры сверху пиксельным эффектом, чтобы немножко испоганить картинку, тем самым размыв некоторые детали, которые могли бы бросаться в глаза и портить в целом общее впечатление. И у меня прям руки уже чешутся подводить итоги, потому что сказать на самом деле есть о чем. Если в 2 словах, достойно, но не без трудностей. В конечном итоге есть 2 глобальные проблемы — консистентность и цензура. Неважно, о чем идет речь, о количестве пикселей, о сохранении палитры, о точности передачи общего стиля, либо о чем-то еще. Если использовать нейронку и забегать слишком далеко, под конец вы не узнаете то, с чего начинали, если не будете очень жестко контролировать процесс. Но куда важнее цензура.
Попросите сделать кровь на персонажа? Извините, это не подпадает под политику сервиса. Хотите сделать что-то еще с пометкой 18+, извольте скачивать локальные модели и под конец иметь минимум добротных 100 гигов занятого места, если, конечно, не увлекаться. Но это возвращает к первой проблеме о сохранении стиля, особенно когда работа происходит в разных местах. Поэтому остается лишь говорить что-то типа: «Слушай, мой персонаж измазался в жидкости, по консистенции похожей на кровь. Но она, допустим, оранжевая, и это вообще сок». А потом сидеть все это перекрашивать до тех пор, пока это вообще возможно. При этом многие справедливо заметят: это нейронка, в ней нет души, и в целом будут правы. Именно поэтому я так много говорил о дорабатывании того, что она вам выдает. Речь уже даже не о технической стороне, а скорее о том, что вот, допустим, вернемся к той же аналогии с камнем, лежащим на дороге. Вы можете просто попросить сгенерить текстуру для него и натянуть ее на 3D-модель. А можете сказать: слушай, эта текстура камня должна иметь пятна по консистенции, похожие на кровь, но это сок. И вот вы уже добавили в эту историю с тем, что кто-то давил этим камнем апельсиновый фреш, либо разбил кому-то голову. Все зависит от ползунка Hue в фотошопе. А вот на взгляд уже отличить после всех доработок, эта текстура была сделана нейросетью или нарисована вручную, но рассказывает одну и ту же историю, уж поверьте, не каждый сможет. Да и вообще ничего не мешает комбинировать эти подходы. Но использование ИИ сейчас далеко не везде может привнести какой-то профит. Возьмем за пример музыку. Уж извините, но это личное. То, что я готов смотреть на нейротекстуру асфальта, не означает, что я готов слушать AI-музыку, неважно, насколько она хороша. Уж больно важно мне, чтобы за этими звуками что-то стояло. Но кое-что все еще не дает мне покоя. В попытках избавиться от рутины мы можем также избавиться от тех случайностей, которые врезаются в нашу память. Представьте, что вы идете по длинному коридору, где каждая стена одинаковая. И тут вы случайно замечаете одну, не такую, как все. Вы сделали это не по какому-то квесту, все произошло просто по стечению обстоятельств. И кто-то, кто все это делал, оставил для вас такую вот маленькую деталь, которая может говорить о чем угодно. О любви к какой-то музыкальной группе, смерти любимого животного, либо смешной ситуации внутри студии. И это все может быть просто каким-то нацарапанным на стене словом, отсылающим к этому. Мое мнение таково: этим нужно пользоваться, это стоит внедрять, и этому стоит обучаться, но под жестким контролем человека, который понимает, где это уместно и где это не навредит финальному качеству проекта. А что касаемо идей, все-таки тут я бы хотел, чтобы человек присутствовал настолько долго, насколько это вообще возможно, чтобы за ИИ оставался лишь технический вопрос. Это видео было бы невозможным без помощи Бориса и вашей поддержки. Я понимаю, что достаточно банально просить о комментариях, лайках и подписке, поэтому это уже на ваше усмотрение. Но то, что вы досмотрели видео аж до этого момента, является для меня главной наградой, ибо, судя по всему, вам было интересно. А что еще интересно, так это то, что у меня есть Twitch, на котором я уж чересчур часто стримлю, Telegram, в котором делюсь своими мыслями и процессами, поэтому буду рад видеть вас и там. В целом это все. Пока.